Привет! В этом видео поговорим о менструальном цикле и тягах к какой-то еде. Менструальный цикл очень сложен. Я не буду вдаваться в подробности, просто поговорим о том, что происходит в определенные фазы цикла и что нужно делать в случае появления тяги к какой-то еде. Итак, 14-й день — овуляция, 28-й день как раз перед тем, как начнется менструация. Тяги во время овуляции означают проблему с эстрогеном. Нужно потреблять больше крестоцветных овощей и морских водорослей или келп, потому что йод и крестоцветные хорошо помогают сбалансировать эстроген. Это нужно делать на этой фазе цикла. Но у большинства женщин тяга к еде появляется перед менструацией, когда проявляется ПМС. Плохое настроение, раздражительность, депрессия. Происходит много всего, не говоря уже о тягах к какой-то еде, шоколаду, например. Если возникают проблемы на этом этапе, нужно принимать намного больше витаминов группы В. Я рекомендую пищевые дрожжи. И что бы ни говорилось в инструкции, принимайте двойную дозировку. Особенно витамина В1. Это поможет в этой фазе. Если позволяет погода, проведите время на солнце и получите витамин D. Но больше всего влияет дефицит витаминов группы В и витамина С. Витамин С очень важен на этой фазе, он уменьшает симптомы. Получить витамин С можно из квашеной капусты или купить в таблетках. Но нужен обязательно натуральный витамин С, а не синтетический, как аскорбиновая кислота. Но квашеная капуста очень полезна, в том числе для пищеварения. Во время самой менструации может быть тяга к какой-то еде, могут быть спазмы, боли, чрезмерное кровотечение, целый ряд проблем. В эти дни лучшим лекарством будет кальций и магний в форме оротата. Оротат кальция. Можно взять и комплекс, но мне нравится оротат, потому что он глубже проникает в клетку. Кальций и магний прекрасно помогут от спазмов и тяги к еде, если они возникают во время менструации. Это понятно? Дальше. После менструации, вероятно, уже есть небольшая потеря крови, может быть нехватка железа, возможно, небольшая анемия и также тяга к еде. Особенно если тяга ко льду. Вы грызете лед — это дефицит железа. Я бы посоветовал есть красное мясо, но обязательно травяного откорма. Это восполнит запасы железа очень быстро. Также различные виды железа содержатся в листовой зелени и в капусте кейл. Кейл-шейк, красное мясо очень полезны после окончания цикла, особенно если есть тяга к чему-либо. Далее. Если у вас наступила менопауза, это немного другая ситуация, потому что у вас больше нет цикла, но есть тяга к еде в целом. Или кажется, что менструация вот-вот начнется, но она так и не наступает. Больше всего во время менопаузы проявляется дефицит витамина Е. Много витамина Е хранится в гипофизе в качестве прекурсора для выработки половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон. Поскольку цикла больше нет, эти гормоны не нужны, и уровень витамина Е в организме сильно падает. Если вы повысите количество витамина Е, то заметите значительные улучшения. Лучше всего для этого подойдут сырые семена подсолнечника. Другие семена тоже подойдут, но обязательно сырые, не жареные. Очень полезны миндаль и листовая зелень, также горох и зеленая фасоль. Все овощи зеленого цвета содержат большое количество витамина Е. Если у вас есть нехватка эстрогена и существует проблема приливов, хорошо помогает бор. Это микроэлемент, который может поднять эстроген. Норму он не превысит, но поднимет эстроген до нормального уровня. Вот и все. Это краткое изложение того, что делать, если вас к чему-то тянет в определенные фазы менструального цикла. Спасибо за просмотр.
Если у вас еще нет этой брошюры, обратите внимание, она называется «Не похудение ради здоровья, а здоровье ради похудения». Здоровая кето-диета и интервальное голодание. Посмотрите, ссылка в описании.